Мир, к которому мы привыкли, прямо сейчас трещит по швам. Тот самый мировой порядок, который выстраивался почти 100 лет, разрушается у нас на глазах. Мы больше не живем в единой системе. Мир стремительно раскалывается на сферы влияния, на восток и запад и на лагеря силы. Главным инициатором этого глобального переформатирования сегодня выступает Дональд Трамп. Впереди выборы, Трампу жизненно важно показать, что он сильный, что он делает Америку снова великой и что именно он способен навести порядок не только внутри США, но и далеко за их пределами. Этот человек действует не языком дипломатии, а языком давления и силы. И мы уже видели это на примере Венесуэлы. Теперь следующей целью Трампа становится Гренландия. Трамп публично заявляет, что забрать ее будет проще простого, подчеркивая, что она охраняется буквально 2 собачьими упряжками, и одновременно выдвигает жесткие ультиматумы Дании. На этом фоне в Европе срочно собирается экстренный совет, потому что ситуация выходит за все привычные рамки. Вдумайтесь в происходящее. Америка угрожает Дании, хотя обе эти страны являются участником одного военного блока НАТО. Это уже не громкие слова и не политическое шоу. Это прямой удар по фундаменту всей западной системы безопасности. Именно в этот момент становится очевидно, что мир входит в фазу глубокой фрагментации, где формируются отдельные центры силы. С одной стороны США, с другой Европа, а напротив них выстраивается восточный блок в лице Китая, России, Ирана и Индии. Такая геополитическая встряска неизбежно запускает борьбу за ресурсы. Нефть, золото, серебро и стратегические территории снова становятся ключевым элементом мировой политики. И здесь возникает главный вопрос для нас, как для криптоинвесторов. Что будет с криптовалютой в условиях мира, который все больше живет по правилам силы? Сможет ли биткоин стать цифровым золотом и защитным активом в эпоху глобальной турбулентности? Или же капитал окончательно уйдет из риска, запуская новый предкризисный цикл? Именно поэтому сегодня в этом видео мы разберем геополитическую шахматную партию Трампа, чтобы понять, куда на самом деле пойдут деньги и к чему рынкам стоит готовиться в ближайшее время. Мы узнаем, будет ли атака на Гренландию, зачем она нужна Трампу, за что сейчас идет мировая борьба, ну и конечно же как все это повлияет на криптовалюту, потому что с такой эскалацией со стороны Трампа экономические проблемы усилятся и очень сильно ударят по крипте. Ведь даже сейчас Трамп дал дедлайн по новой пачке тарифов против Европы, если он не получит Гренландию. В общем, сегодня будет много всего интересного, так что сразу жмите лайк, цель в 1000 лайков еще актуальна, также пишите комментарии, за которые можно получить $10, как этот пользователь, и всем приятного просмотра. С вами Влад, мы начинаем. Итак, по классике хотел бы начать видео с нашего телеграм-канала, потому что там реально публикуется самая важная информация. Все текущие геополитические новости, сделки больших игроков, мои точки входа и подробная аналитика рынка. Сегодня я выложил позиции, которые открывают киты на Hyperliquid, поэтому если вам интересно узнать, как сейчас торгуют Smart Money и сколько на это можно заработать, переходите и подписывайтесь, у нас лучший телеграм-канал. Тем временем за пределами крипторынка разворачиваются масштабные события в геополитике. После легкого захвата Венесуэлы Трамп почувствовал уверенность и пошел дальше, на Гренландию, с которой вопрос был открыт еще давно. Дональд Трамп рассматривает Гренландию не как территорию, а как стратегический актив. Это крупнейший остров в мире, площадью более 2 миллионов квадратных метров. При этом население всего около 56 тысяч человек. По оценкам геологической службы США, в антарктическом регионе сосредоточено до 13% неразведанных мировых запасов нефти и около 30% газа, значительная часть которых приходится именно на зону вокруг Гренландии. Помимо углеродов, остров обладает запасами редкоземельных металлов, которые критически важны для ВПК, электроники, а также и сектора. Сегодня более 60% мировых редкоземельных металлов контролирует Китай, и для США снижение этой зависимости – вопрос национальной безопасности, а не экономики. С военной точки зрения Гренландия уже встроена в американскую систему обороны. На острове уже расположена американская база, ключевой элемент системы раннего предупреждения США, контролирующий траектории баллистических ракет между Россией и Северной Америкой. И именно поэтому Пентагон десятилетиями инвестирует в регион. Контроль над Гренландией усилил бы позиции США в Арктике, где сегодня активно наращивают присутствие Россия и Китай, включая строительство ледоколов и военной инфраструктуры. При этом военный сценарий против Гренландии почти исключен. Дания входит в НАТО с 1949 года, а 5-я статья предполагает коллективный ответ в случае агрессии. Любое силовое действие США против территории, находящейся под юрисдикцией Союза, автоматически создает беспрецедентный кризис внутри Альянса. НАТО сегодня это 32 страны, и США обеспечивают около 70% совокупных военных расходов блока, но именно это и делает для Вашингтона такой шаг максимально разрушительным. Подрыв доверия внутри НАТО означал бы не усиление США, а потерю лидерства и ускорение фрагментации Запада. Реакция ЕС в таком сценарии была бы крайне жесткой. Экономика Евросоюза – это рынок более 450 миллионов человек, и даже ограниченный политический конфликт с Европой ударил бы по доллару, американскому экспорту и финансовым рынкам. Уже сейчас около 30% внешней торговли США приходится на ЕС, и эскалация означала бы рост рисков, волатильности и оттоков капитала. Для мировой системы это стало бы первым официальным сигналом распада старого порядка. Если США угрожают силой
силой в стороне НАТО, значит сама идея коллективной безопасности перестает работать. Это открывает путь к формированию отдельных центров силы, таких как США, Европы и Восточного блока, где Китай, Россия, Иран и Индия уже усиливают координацию. На фоне такой фрагментации мир неизбежно возвращается к борьбе за ресурсы, торговые маршруты и стратегические территории, что исторически всегда сопровождалось ростом цен на сырье, золото и усилением геополитической премии в активах. Военное вторжение или аннексия Гренландии со стороны США – это моментальный крах НАТО и конец доверия к Америке. Нападение на страну-члена НАТО уничтожает принцип коллективной обороны. Европа разрывает союз, закрывает базы США и выталкивает Америку с континента. Дальше экономический обвал. Санкции ЕС, удар по доллару, потеря крупнейшего рынка, обрушение фондового рынка и изоляция США. Это не сила, а просто самоубийство США. Вывод здесь следующий. С высокой вероятностью Трамп не пойдет на прямые военные действия, потому что на кону слишком многое. Он больше всего боится ответа. Любого ответа по территории США или американским интересам. При слабых рейтингах и низкой поддержке общества риск военной авантюры перед выборами означает не демонстрацию силы, а прямую угрозу импичмента и политического краха. Показательный пример Иран. Как только возникла реальная вероятность ответного удара в момент готовности операции, американские самолеты развернули, а приказ о нанесении удара отменен. Трамп боится ответов. Его политика – это жесткие заявления, давление и ультиматумы, а не реальные столкновения. Исключение Венесуэла. И причина здесь одна – ее слабость и отсутствие возможности нанести симметричный удар. Именно поэтому гораздо более вероятный сценарий – экономический, а не военный. Трамп может добиться долгосрочной аренды земель или инфраструктуры Гренландии по максимально низкой цене, оформить это как стратегическое партнерство или защитное соглашение, убрать торговые пошлины, получить военный и ресурсный доступ и при этом избежать прямого конфликта с Данией и ЕС. По сути, это будет не захват, а сделка в его фирменном стиле. Дальше это легко продается избирателям. Не как компромисс, а как победа. В логике Трампа это будет звучать просто. Смотрите, какой я жесткий переговорщик. Без войны, без потерь, но Америка получила новую территорию, а также новые ресурсы и стратегическое преимущество. Формально граница не меняется, но по факту США получают контроль, а электорат картину силы и экспансии. Именно поэтому такое решение, давление, сделки, аренда и контроль без войны лучше всего вписывается в стратегию Трампа перед выборами. Это позволяет ему сохранить образ сильного лидера, не рискуя обвалом рейтингов, финансовыми рынками и стабильностью внутри страны. Таким образом, как только уйдет это геополитическое напряжение, а я думаю все утихнет в рамках 2-4 недель, интерес к риску снова начнет возвращаться. До выборов Трамп будет делать упор на экономику, потому что лучше, чем дешевые цены на яйца в магазине или зеленые фондовые рынки, для избирателей быть не может. Именно этот сценарий мы уже рассматриваем со всеми участниками нашей подписки Coin22 Pro, где мы ежедневно торгуем. Вот, кстати, на днях отработал хороший шорт по Monero, который упала после пампа. Также мы собираем спотовые портфели. Каждый из вас может написать сумму депозита, и портфель будет индивидуально под вас. Ну и, конечно же, мы обучаем. Лучшие торговые стратегии для новичков и не только, работа с теханализом и поиск точек входа. А если у вас возникают вопросы на любом этапе работы, вам всегда ответит наша поддержка, которая работает 24/7. Подписка Pro – это большой крипто-комьюнити, где вы не только получаете возможность зарабатывать на движении рынка, но и прокачиваете свои знания в торговле. Я и моя команда развиваем сервис Pro уже более 3 лет и сопровождаем вас на все дистанции. Поэтому все, кому интересны точки входа по биткоину и альтам, торговые идеи на каждый день и в целом работа в команде профессионалов, все ссылки есть в описании. Переходите, пишите, а мы, друзья, двигаемся дальше. Как вы заметили, тему сегодняшнего ролика я больше разбираю со стороны экономики и денег, а не геополитики, потому что у меня все-таки канал про крипту, и вам наверняка интересно знать о влиянии именно на рынке, поэтому давайте оценим потенциальный эффект от новых пошлин Трампа, которые он вводит против ЕС. Ведь как раз таки пошлины вызвали большой вал крипты в апреле прошлого года. После заявления Трампа ЕС готовит ответные меры против США, тарифы и ограничения для американских компаний на сумму до $100 миллиардов. Это прямой сигнал, что угроза вокруг Гренландии переходит из политической риторики в реальную торговую экономическую войну, где под удар попадают корпорации, рынки и трансатлантические связи. Любые торговые войны при Трампе всегда начинались одинаково. Резкий рост неопределенности, уход инвесторов в защитные активы и краткосрочный режим выключения риска. В такие моменты фондовый рынок традиционно теряет 2-5%, доллар временно укрепляется, а биткоин чаще всего сначала падает вместе с рынком, показывая просадки в диапазоне 5-12%, особенно если движение сопровождается ликвидациями по деривативам. Но дальше включается ключевая особенность крипты.
В отличие от акций и облигаций, биткоин не привязан к экономике конкретной страны. Когда тарифы начинают давить на глобальную торговлю, это автоматически означает замедление роста, инфляционные риски и давление на центробанки. Исторически в такие периоды рынки начинают закладывать либо более жесткую политику ФРС, либо паузу в ужесточении. А любое ожидание по снижению ставок или рост ликвидности – это топливо для крипторынка. В прошлых фазах торговых конфликтов биткоин часто сначала выступал как риск-актив, но затем переходил в режим опережающего восстановления. По статистике прошлого года, после тарифных шоков и первых признаков переговоров, биткоин в течение 3-6 недель обгонял S&P 500, в среднем на 8-15%, особенно на фоне ослабления доллара и роста баланса ликвидности. Именно в такие моменты крупные игроки начинают рассматривать биткоин как хеджирование не от инфляции, а от хаоса в политике и непредсказуемости решений государств. Если же тарифное давление на ЕС реально сохранится до лета и тарифы поднимут на 25%, это ударит по цепочкам поставок, промышленности и потреблению, усилив риск стагфляции. В таком сценарии традиционные рынки остаются под давлением, а крипта получает структурное преимущество, как актив вне торговых барьеров, санкций и пошлин. Именно поэтому на фоне фрагментации мира биткоин все чаще сравнивают не с NASDAQ, а с золотом в ранней стадии принятия, но с более высокой волатильностью. Итог для крипторынка следующий. В краткосрочной перспективе нервное движение выбивает плечи и резкие свечи на новостях. В среднесрочной перспективе торговые войны, тарифы и давление в геополитике постепенно утихает, и давление на рискованные активы само собой снижается. В принципе, как это было после апреля. Так что в ближайшее время вероятно появятся новости о переговорах, которые положительно отразятся на крипте. И смотрите, как это все складывается в одну картину. С одной стороны, у нас снова включается тарифная машина Трампа и риски торговой войны с Европой, а с другой, в рынок буквально в ближайший месяц заходит свежая долларовая ликвидность от ФРС. И это может частично нейтрализовать страх и вернуть аппетит к риску, включая крипту. Механика простая. Торговая война почти всегда запускает первую реакцию отключения рисков. Фьючерсы на акции падают, доходности дергаются, доллар укрепляется, деньги уходят в кэш и краткосрочные облигации. Именно поэтому крипта на заголовках обычно сначала получает удар, плечи выносят, волатильность залетает и альты страдают сильнее, чем биткоин. Но дальше ключевым становится вопрос не кто с кем ругается, а сколько ликвидности реально есть в системе и будет ли ее больше. И вот тут у нас важный перелом. ФРС в течение следующих 3 недель купит казначейские векселя на сумму 55,3 миллиарда долларов. Формально это не запуск печатного станка, но по эффекту это все равно инъекция ликвидности. Резервы в системе растут, условия фондирования смягчаются и рискованные активы получают поддержку. Тем временем Минфин США планировал выкупить до 4 миллиардов долларов в рамках программы байбека и буквально на днях выкупил 210 миллионов долларов. Это означает, что именно ФРС, а не Минфин, в ближайший момент становится главным источником поддержки рынка ликвидности. Финансовые условия остаются жесткими, и каждая долларовая инъекция начинает работать сильнее, чем в спокойной фазе цикла. Но что это означает для движения денег и крипты? В горизонте ближайшие 2-4 недели обычно формируется классический каскад притоков. Сначала капитал уходит в доллар и короткие облигации, затем по мере того, как рынок понимает, что тарифы это инструмент давления и переговоров, а не мгновенный удар по экономике, появляются покупатели просадки в индексах. И уже после этого начинается поиск внешней доходности, где крипта реагирует быстрее акций, потому что она более чувствительна к ликвидности. По сценариям все выглядит так. Если тарифная риторика остается жесткой, но появляются сигналы переговоров, а покупки ФРС идут по графику, рынок проходит траекторию, паника, стабилизация, рост, и крипта в фазе стабилизации догоняет, а на росте начинает обгонять, прежде всего за счет биткоина. Если же тарифы начинают восприниматься как долгосрочные, то первый бенефициар доллар, а крипта уходит в режим высокой волатильности, где биткоин держится лучше, а альткоины могут падать сильнее. И третий наиболее интересный сценарий, если торговая война усиливает страх замедления экономики, а на этом фоне растут ожидания смягчения политики, появляется комбинация негатив в новостях плюс рост ликвидности. Именно в такой среде биткоин все чаще начинают использовать как хедж от нестабильности в политике. Получается, тарифы создают шум и краткосрочное давление на риск. Но покупки ФРС более чем на 55 миллиардов долларов за месяц – это уже реальный фактор, способный изменить настроение рынка. Да, далеко не все деньги пойдут в крипту, и сумма сама по себе небольшая, но сам факт того, что ФРС стимулирует экономику – это зеленый сигнал. В краткосроке нас может трясти и выбивать плечи, но в среднесрочной перспективе рост долларовой ликвидности повышает вероятность притока капитала в биткоин, а затем и в альты, особенно на любых сигналах о переговорах и возможной сделке. Если все, о чем мы сегодня говорили, собрать в одну картину, становится очевидно. Мы живем в моменте перелома мирового цикла. Старый порядок, который десятилетиями держался на союзах, глобальной торговле и доверии к институтам, начинает рассыпаться. Торговые войны, тарифы, ультиматумы, давление на союзников – все это уже не исключение, а новая норма. И ключевой драйвер этого процесса сегодня – это Трамп, который действует не как политик, а как жесткий переговорщик, для которого давление важнее стабильности. История с Гренландией, угрозами Дании и ответными тарифами ЕС –
это не про один остров. Это первый громкий сигнал того, что даже внутри Запада больше нет железобетонного единства. НАТО трещит не из-за внешнего врага, а из-за внутренних конфликтов интересов. Европа готовит ограничения против американских компаний на десятки и сотни миллиардов долларов. Торговая война возвращается, а глобальная экономика снова входит в фазу неопределенности и фрагментации. Но параллельно с этим происходит второй не менее важный процесс, который рынки часто недооценивают. На фоне всей этой турбулентности в геополитике ФРС начинает заливать систему ликвидностью. Более 55 миллиардов долларов в казначейских векселях за считанные недели. Это не разговоры и не риторика. Это реальные деньги, которые смягчают финансовые условия и поддержку риск активов. Именно здесь возникает ключевой конфликт эпохи. С одной стороны страх, тарифы и торговые войны, с другой деньги и ликвидность. Для рынков это означает одно. Нас ждет повышение волатильности, резкое движение, эмоциональные распродажи и такие же резкие отскоки. Для крипты это не приговор, а среда, в которой она исторически чувствует себя лучше всего. Биткоин по-прежнему может падать на первых волнах паники, но именно в мире политического хаоса, недоверия государствам и ручного управления экономикой он все чаще начинает выполнять роль альтернативного хранилища стоимости. Не потому что все хорошо, а потому что слишком много рисков в старой системе. Поэтому мой главный вывод простой. Трамп вряд ли пойдет на прямые военные сценарии. Слишком высока цена ошибки. Его стратегия — это давление, тарифы, угрозы и сделки, которые можно продать избирателям как победу. Но даже без войны этого достаточно, чтобы мир продолжил раскалываться, а деньги искать защиту в альтернативных активах. Именно в такой среде криптовалюта частично остается одним из немногих активов, который выигрывает от неопределенности. Да, риски и просадки на негативных новостях по-прежнему есть. Ведь не думайте, что на этом фоне биткоин будет лететь вверх. Скорее всего, он лучше уйдет в консолидацию и будет просто ждать хороших новостей. Так что продолжаем следить за его движением. На этом, друзья, будем заканчивать. Если вам реально важно понимать, куда движутся деньги, как геополитика влияет на рынки и что делать нам, инвесторам, в условиях такого слома системы, ставьте лайк, напишите ваше мнение по теме ролика в комментариях и подписывайтесь на канал. Также не забудьте про Telegram, где есть много актуальных новостей, и увидимся в следующем видео. Вам, друзья, желаю удачи, максимально прибыльной новой недели. Всем спасибо за просмотр, до скорых встреч.